Когда речь заходит о положении женщины в исламе, в массовом сознании часто всплывают противоречивые образы. С одной стороны, угнетенная, лишенная прав женщина, закрытая паранджой, с другой — восточная красавица из сказок. Обе эти крайности далеки от сложной и многогранной реальности. Ислам как религия с момента своего появления в VII веке радикально изменил положение женщины в арабском обществе. Давайте отложим в сторону стереотипы и попробуем разобраться, что на самом деле говорит ислам о женщине, ее правах, обязанностях и месте в мире. Так что же ислам дал женщинам? Чтобы понять масштаб изменений, представьте себе общество Аравийского полуострова до прихода ислама, в так называемый период джахилии, невежества. В этом обществе рождение девочки считалось позором. Была распространена практика детоубийства. Новорожденных девочек закапывали заживо в песок. Женщина была собственностью. Ее покупали и продавали как товар. Она не имела права наследовать имущество, а сама считалась частью наследства. У женщины не было права голоса. Ее выдавали замуж без ее согласия, и она могла быть одной из неограниченного числа жен. Что изменил ислам? Право на жизнь. Пророк Мухаммад категорически запретил детоубийство, провозгласив, что и девочки, и мальчики равны перед Богом. Об этом говорится в Коране. Когда закапываемую живьем спросят, за какой грех ее убили? Право на собственность и наследство. Ислам впервые в истории Аравии наделил женщину правом владеть имуществом, вести бизнес и получать обязательную долю в наследстве. При этом ее доля часто составляет половину от доли мужчины, что связано с финансовыми обязанностями мужчины по содержанию семьи. Право на образование. Пророк Мухаммад сказал: «Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки». Это было революционным заявлением, открывшим женщинам путь к знаниям. Право на согласие на брак. Брак без согласия совершеннолетней женщины считается в исламе недействительным. Она имеет право предложить свой брачный контракт – сига. Представьте себе общество, где женщину ценили лишь как вещь. И вдруг появляется религия, которая говорит: «Ты – личность, ты имеешь право жить, владеть, учиться и выбирать». Это был настоящий социальный переворот. Духовное равенство и социальные роли в исламе имеют множество разногласий и путаниц среди людей, далеких от этой религии. Один из самых глубоких стереотипов, что женщина в исламе второсортна перед Богом. Это абсолютно неверно. Коран прямо говорит о равенстве мужчин и женщин в их духовном предназначении. Об этом говорится в Коране. Одна из цитат звучит так: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали». Перед Богом все равны, и вознаграждение зависит только от благочестия и добрых дел, а не от пола. Ислам рассматривает семью как основу общества, где муж и жена не соперники, а партнеры, выполняющие разные, но взаимодополняющие роли. Он возлагает на мужчину ответственность за материальное обеспечение семьи. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество над другими и потому что они расходуют из своего имущества. Это не о превосходстве, а об обязанности. Мужчина обязан зарабатывать, обеспечивать жильем, пищей и одеждой свою жену и детей, даже если жена сама богата. Ее же имущество принадлежит только ей, и она не обязана тратить его на семью. Представьте себе партнерство в бизнесе, где один отвечает за внешние связи и финансирование, муж, а другой — за внутреннюю организацию, кадры и атмосферу, жена. Оба незаменимы, и успех зависит от их слаженной работы. Также и в исламской семье. Одежда и скромность в исламе и мусульманских странах также имеют особое значение и смысл. Хиджаб, что означает покрывало, это самый видимый, но и самый неверно понимаемый символ мусульманки. Это не просто платок. Это концепция скромности в одежде, поведении и речи, которая касается обоих полов.
Мужчинам также предписано опускать взор и вести себя скромно. Смыслы хиджаба для женщины заключаются в нескольких аспектах. В первую очередь, это защита и безопасность, способ оградить себя от нежелательных взглядов и объективации, заявить, что ее личность и ум важнее внешности. Вторым аспектом является свобода от диктатуры моды. Многие женщины говорят, что хиджаб освобождает их от давления быть сексуальной или соответствовать постоянно меняющимся стандартам красоты. Внешнее выражение веры как униформа или религиозный символ — это напоминание о ее ценностях и принадлежности к общине. И, наконец, свобода выбора как ключевой момент, который часто упускается — это добровольность. Там, где женщину принуждают к ношению хиджаба, как, например, в Иране, или, наоборот, запрещают его носить, как в некоторых европейских странах, это искажение принципов ислама. Истина в уважении к личному, осознанному выбору. Особую роль в исламе играют брак, развод и современные вызовы. Брак в исламе — это не просто договор, а священный союз, мисак. Жена имеет право на брачный дар, махар, который принадлежит только ей, на уважение, доброе отношение и справедливость со стороны мужа, на сохранение своей девичьей фамилии и своего имущества. Многоженство — это одна из самых сложных тем. Ислам дозволил его в VII веке как решение социальной проблемы из-за войн, которые оставляли много вдов и сирот, но поставило жесткое условие — справедливое отношение ко всем женам, что, как признается в Коране, практически невозможно. Поэтому большинство мусульман сегодня считают это исключением, а не нормой. Право на развод есть не только у мужчины, талак, но и у женщины, хуль. Она может потребовать развода через суд, если муж не выполняет обязанности, жесток, импотент или отсутствует долгое время. Сегодня мусульманки по всему миру сталкиваются с двойным вызовом. С одной стороны, патриархальные традиции, которые часто выдают за нормы ислама. С другой — исламофобия и стереотипы западного общества. Самые прогрессивные из них ведут джихад, усердие, не с оружием в руках, а с книгами. Они получают образование, становятся учеными, богословами, алимеями, юристками и активистками, перечитывая священные тексты и возвращая себе право на их интерпретацию. Так, каково же положение женщины в исламе? Ответ неоднозначен, потому что между идеалом религии и реальностью культур часто лежит пропасть. Идеал ислама — это достоинство, духовное равенство, права на образование, собственность и уважение. Реальность во многих обществах часто искажается местными обычаями, невежеством и патриархальными структурами власти. Важно разделять эти два понятия. Когда мы видим угнетенную женщину, мы должны спросить, это требует от нее ислам или так сложилось в культуре этого народа? И самое важное, положение женщины в исламе — это не статичная картина, а динамичный и сложный процесс. Миллионы современных мусульманок являются живым доказательством того, что можно быть благочестивой, носить хиджаб и при этом быть сильной, независимой, образованной личностью, которая сама строит свою судьбу, опираясь на свою веру как на источник силы, а не ограничений. Давайте не будем судить о книге по ее обложке, а дадим самой книге рассказать свою историю.